Йоу, ребятки, всем привет, Глори на связи. Давно не виделись, всем большой-большой приветик, спасибо, что пришли так поздно ночью к нам сегодня. Честно говоря, даже не думал, что я сегодня буду делать стрим, но вот прям очень-очень захотелось, очень приспичило. Решил сказать, типа, блин, все-таки я хочу сегодня сделать стрим, значит, все-таки у нас сегодня будет стрим. Собственно, в очередной раз так напомню, что сегодняшний стрим будет посвящен 31-му дев-блогу разработчиков. Вернее, простите меня, пожалуйста, дев-стриму разработчиков, который будет проходить, вернее, начнется через минуту. Так скажем, сейчас я еще на рабочий стол вас не переключаю, просто потому что тут смотреть не от чего абсолютно. Тут таймер в целую 1 минуту идет. Будем ждать, пока у нас будет начало. Собственно, опять скажу всем снова, всем привет, кто только что к нам присоединился, ребят. Будем сейчас потихонечку начинать. Да, давно не виделись, все такое. Так скажем, за время, которое меня отсутствовало, на самом деле, достаточно, не то чтобы много чего в жизни поменялось, но, так скажем, времени уже значительно, так скажем, поубавилось. Поэтому теперь нет так много времени пилить всякое. Но, тем не менее, ребят, стараемся работать для вас, для поблоса, пилить всякое. Так что, надеюсь, вы оцените эти сегодняшние недостарания в каком-то смысле. Потому что перевод, опять же, перевод будет лайв. Типа, вы же любите лайв-переводы, как и я. Собственно, да, переключил вас на рабочий стол. Условно рабочий, да. Здесь все прекрасно понимают. Ну, и будем потихонечку... Так, 10 секунд. Тут все еще звуки. Так, ну-ка, у нас все работает. Все, славно. Всем привет, добро пожаловать на наш ежедневный стрим. Регулярный стрим, типа, как же звучит хорошо. Welcome to our bi-weekly DevStream, where we talk about all things going on behind the scenes in Foxhole and answer questions. Собственно, мы будем смотреть на Foxhole, отвечать на вопросы и на всякие другие штуки. Мое имя Мэтт, это HB, и я пропустил, честно говоря. И мы будем сейчас говорить о тех вещах, которые будут просто происходить. Собственно, и одной из таких вещей будет World Conquest, режим завоевания. Это будет в каком-то смысле даже волнующе. Круто. Мы смотрели, что история предыдущего апдейта, который был после режима завоевания, было очень много различных технических нюансов, проблем. Достаточно тяжелый тест. Мы должны были патчить очень много технических проблем. И вы также знаете, что мы вводили несколько различных изменений в плане геймплея. И когда мы выкатили этот патч в среду, или когда-то, мы выключили патч с тестом в эту среду, этот патч, тест продолжает продолжаться. We've been hearing all your feedback. There's a couple of wins that I think, needs to be talked about. One is собственно, мы продолжаем следить за вашим фидбэком, и тут осталось пару вещей, о которых еще стоило бы поговорить, на самом деле. For us, I would say it's a huge success just to have it going on for so long and making sure that it's because there's a lot of new technologies. Очень много технологий, которые используются на бэкэнде, на серверах, которые Foxhole. Такие вещи, как путешествия между мирами, так скажем. Regional servers themselves have been holding up quite well in terms of the performance and such. So at least we're not contending with those issues right now, right? Собственно, мы сейчас не будем. We have a stable technical platform. Собственно, сейчас у нас нет каких-то таких вот прям продолжающих технических проблем. There were obviously some rough edges, but one of the things is that we are happy about is that regardless of how we got here, the war is still going on, which is something that none of the previous conquests have gotten this far yet. И то, что it's like a foot in the door, right? Yeah, it's a foot in the door. Two longer wars. Ногой в дверь. And we're gonna have to make a bunch of adjustments to make the
И мы хотели бы the внести process to несколько actually правок, reach the которые, lawnmower чтобы сделать smoother and процесс сделать более remove some of the friction there. But гладким, at least we're there, right? прогресс, And процесс. I think that some of the problems, you know, Я there are думаю, что gameplay некоторые issues, проблемы but there's other в процессе factors, right? геймплея. Like one, the entire player base hasn't been moved over to World Conquest, so that are on its own creates certain problems. Like maybe there's not enough players at certain times of the day, that some of you guys have И проблема previously игроков, cited as a problem, короче, right? с очень сложной темой. And then there's also the like experience, like the sort of the mental transition, right? Like a lot of players are used to certain things in the game, are used to the pacing being a certain way with regards to like how logic works. Я, пожалуй, пропущу конкретный этот момент, потому что сейчас он говорит о том, что как работает передвижение между мирами, как это все делают, эти экспериментальные штуки. Constant reworking of the gameplay to make it better, but it's also постоянно работа над геймплеем, чтобы сделать его лучше. И также о том, как мы все so I think it's a bit of both, right? And I think that the next time that we, you know, start a new conquest, в следующее время, когда мы начнем режим завоевания, очень важно, чтобы не not to rush to чтобы не было a conclusion, right? Чтобы не было, that even if all the mechanics are working the way they're supposed to, какому-то заключению. If everybody's sort of rushing to a mental conclusion on like все the result начинают of the war, сразу, it doesn't matter what the game is, right? So I скажем, think it's a bit of both, к right? какому-то заключению, и это не That's why for this test we haven't stopped it, because for better or worse, we want to see it through, right? Стич, We want to see what happens. We want to see the tech tree go all the way to the tanks, and then and, you know, maybe a couple of days later, if it's, you know, things become really stagnant and, you know, it's kind of over, then maybe like we make a call to stop it at that point. But I think for now, честно at говоря, least вот for этот момент us, я пропустил. that war is still on, right? Yeah. В общем, тут речь шла о том, что типа что-то про танки, про то, что война продолжается. This has been valuable because we've gotten a lot of information about, like, for example, how long should structures be staying in the world, right? Чтобы о том, как много структур Without остается actually в мире. running a test this long, we'll never know, right? And one of the mistakes that we made in the past is that we will kind of give up too easily, right? Like, oh, if the conquests aren't lasting long, then, you know, let's just stop doing it. It's just getting hard, you know, like players are getting frustrated, right? But I think what we're holding strong to this time is that, you know, even if some players are frustrated, we're going to see this through, right? Like, we want to see the end, we want to see what happens, we want to see how people take it as a player perspective, I would say. That's our that perspective, and how we feel. I think it's interesting as well as a player that this is the first real long war, therefore I think winning this one and combating and making sure that it gets to the end is interesting. It's a different perspective on how you as a player face the game. I think that's kind of, there's value on that as well. I hope you guys enjoy it as well. Это действительно, как мне кажется, имеет какое-то I think it's been interesting to watch play out, because this is, for people who haven't been with us since the pre-alpha days, this is actually our second attempt at World Conquest as well. Yeah. And the first one taught us a lot. I would argue that this one is teaching us a lot more. And собственно, I если think there's a говорить lot о more режиме завоевания, то одна из тех вещей, о которых мы хотели бы in the поговорить, game now, это and so I определенного рода think it's сложность, going to be a bit of a feeling out process, but it's been extremely valuable for us. yeah. So I hope you guys are позволяет enjoying вам it as более much as чувствовать we're enjoying процесс, что также очень важно для нас. like planning for the next iteration. Собственно, надеемся, Yeah, I вам think понравится. that one of the big things that will help everyone is Я думаю, что одна a lot из like тех patience больших from our side вещей, and которые from the помогает player всем, side, это because, немного терпения. like I said previously, you Как я know, сказал раньше, говорил one of the раньше, reasons why wars are short is because we used одна to get причина, locked into this почему like войны weekly war короткие, cycle, это and these, потому что when we did циклы World войн, они Conquest, we got locked into the cycle of those things being short because we weren't willing to give things a chance, right? We weren't willing to put things in there that take longer, and I think that it's important that if we ever want to see this kind of meaningful change and we want to break out of this cycle of, like, you know,
everything happens in one day, or else Собственно, ребята сейчас говорят о том, что они хотят конкурс там в режиме выживания сломать в каком-то смысле цикл. В том смысле, в том, что учитывая, что раньше война заканчивалась очень быстро, и в принципе, не было, скажем, нужных чувств и всего такого. Именно поэтому они считают, что чем больше занимаются, тем больше получают чувства, и тем лучше они ломают этот самый цикл. It might be a little bit painful right now, but I think that this is worthwhile test. Exactly. Yeah, to see what happens. And you know what? Like, if we end up realizing that maybe there's some mid game there that is taking too long, we can't. These are the kind of things that end up being adjusted. This is the kind of tests that are important to us. Yeah, and sometimes собственно, одна из тех вещей, которые важно узнать для них, в этом then тесте, it's о том, kind of что boring. если там средняя once you игра, и overshoot, в этой вот then you именно know where в сре- you have когда, to like tighten things скажем, up. средняя But if you don't стадия overshoot, you're just kind of stuck in a circle of the same доходит, thing. им нужно, им This хотелось бы has знать, been что a, this is происходит, the thing with like game когда вот это balancing вот too, застревает, не especially something that I really застревает. believe in anyway, especially when we were working on Fortified, and I think sometimes it bleeds into this game as well. When you need to balance something, you Когда need to нужно like забалансировать swing hard что-либо, because you need to see how it то вам works at the нужно complete opposite of where you were previously. быстро So поменяться, you may see balancing kind of flip-flop back and меняться, forth, and that's сравнение intentional just so that we туда-сюда, can gauge like and kind of like get it massaged into that perfect position. и And that's пытаясь the part of making поставить games, это it's в part of идеальную balancing games. It's позицию. really, Ну, то it's есть, actually really в смысле, exciting. типа, Like, выбирается I одну remember- вещь, и remember ты, the типа, shotgun одну, was a really good example of just like пока hard вот найдите swing. ту самую It's Well, I the think most in that destructive case, weapon. that was just a mistake. But Partially, you did want to make it strong though. So Yeah, no. I mean, hey, we got some valuable information about swinging it. What that is way. too strong? Anyway, look, we're gonna move on to I think community highlights. is Yeah. coming up. So HB is gonna take you guys on a Собственно, journey ребятки, мы сейчас through the подвинемся communities. Magical к Cool комьюнити journey. хайлайт. stuff this week. Of the community highlights. Немного крутого. Okay, so this one I gotta be completely Окей, honest. это, я буду I just действительно looked at честным. these images by Padfoot and I thought they were awesome. Я посмотрел на это, и я сказал, что I don't это have much to say about them. я не могу сказать Besides the ничего one on об the right этом, looks like a little bit о like том, Boba как она Fett выглядит in a colonial style. в стиле колонии, но I just like these images. They like ну, they're мне all оно muddy просто and like нравится. Speaking of fortified, the looks guy like on the Captain left America. looks a lot like the that looks a lot like one of our characters. yeah. Or Да, Captain America. as выглядит well, как yeah, один из Captain наших Warden. персонажей. Captain Captain Капитан Captain Америка. Warden colonial fat. Yeah, I just love the way they were done, and the expression on the Warden is so good. But anyway, that. Yeah, I didn't have much to say. Just Я не могу check сказать it out. много. Просто these, check it though, on out. the other hand, Посмотрите. these are really cool Но because это действительно these круто. are Это proposed. It's just like a variation of how to какое-то do the представление, inventory вариация and инвентаря how they would work in и о the том, как Foxhole оно universe. работало бы в Foxhole, во вселенной Foxhole. And these were cool because это they круто, also generated a потому lot of что talks они in the сделали, office. сгенерировали Yeah, очень I saw много. these and I think I posted them. всякого такого. And like the immediate thought that came up with a bunch of people, including myself, was it's like Darkest Dungeon, Darkest Foxhole. Он сказал, что это каким-то образом ему напоминает Darkest Dungeon, игрушку такую, Yeah. как I think темный definitely Foxhole, this темная evokes a версия lot of Foxhole. really interesting things to discuss. It was interesting, particularly for me. I do a lot of the UI, right? And one of the things that we are always talking about, we are doing. We mentioned that we are doing a little bit of a UI revamp as the. Одна из тех вещей, о которых мы говорим иногда, одна из тех вещей, о которых мы говорим постоянно, это переработки различных старых вещей, таких как интерфейсы и прочее. И эти идеи, As it is, of course, it doesn't fit the если их брать как the идеи, thematic of the UI that we already have, but the way things are laid out and like orders of importance of certain objects, these all look really cool and в общем, brings оно me все выглядит ideas on круто how to и maybe shift things позволяет if we have a need. We always said получить that we какие-либо wanted идеи о to том, have как действительно мы хотим investments in one сделать way, shape or form. So варианты, having something like that maybe так is the скажем, way. экипировки, одежды. So yeah, thank you very much, KL, for Спасибо doing большое, this. They KL. were thought-provoking. Are At least. these the most updated versions? Because I know that they posted like further iterations after I would the first assume one. so because I took These these from ones the straight community from the community highlights. Okay. You guys gonna see it soon. It's gonna be community highlights is gonna be on
probably either today or tomorrow. Собственно, ребят, простите, но комьюнити-хайлайты будут завтра и послезавтра. Вернее, сегодня или послезавтра. Cool. Для нас это будет завтра или послезавтра. It's like I almost want to see a game that is Foxhole stylized like Foxhole Borderlands. That's kind of what I saw from it, right? It's like this reminds me a cel-shaded version of Foxhole. 2D Foxhole platformer. Тут ребята вспомнили о том, что напоминает Foxhole платформер. This reminds me of like what could be in a game like могло бы быть в игре. With like highly in-depth like character like sheets and stuff like that. In that game, their inventory is much more like there are specific places where you put. Так как будто инвентарь имеет специальные места, куда вам должны вложить свое оружие. Типа. Yeah, but even the concept of having like backpacks with like you can see like in the top different sizes, and you have the side satchel that can store last in the actual backpack. All these are really cool, in my opinion. Это все очень круто. Cool. Yeah. But that was it. Check out the community highlights when it comes out today or tomorrow. So should we call this section like the community? Собственно, комьюнити хайлайты будут сегодня либо завтра, для нас завтра. Highlights squared. Because yeah, it's sort of like just like a chunk of the community. Yeah. But yeah, Chris Von Chicken has been doing a really good job ever since he took those over. So. Собственно. Next is our development update. Следующее — это наш разрабатывающийся апдейт. Маленькие вещи, большие вещи, вещи с большим прогрессом. Собственно, об этом все сейчас и будет. Текстовой чат, редизайн текстового окна текстового чата. Как вы знаете, ребята, мы работаем над режимом вызывания. Одна из тех вещей, которые мы хотели поработать, это посмотреть, это было сообщение между игроками, коммуникация. Одна из тех вещей была, это как редизайн, переработка окна чата. Это не то, как окно чата будет выглядеть. Это достаточно большой шанс, то, что это не финальная версия, это не то, что будет в конце финале, и то, что в будущем оно будет, вероятнее, лучше. I'm gonna be the one helming this one, so what I'm gonna ask you guys, когда я спрошу вас, what I'm gonna ask you guys is that if possible, by the end of this DevStream, there's gonna be a new chat on the Discord. It's gonna be a chat called Chat Window Suggestions and Feedback. The reason for that is that there have been suggestions throughout the year regarding the chat, and I've actually between today and yesterday I went through the old chats, old suggestions to make sure I had all of them. But as you can see from the one on the right there, we're thinking about giving you guys more power, more versatility on how to deal with this chat window. So if you look at the one in here, если вы посмотрите сюда, that you can see like вы можете видеть время, вы можете видеть if we go with this idea, each tab you guys would be able to customize filtering certain chats that you want or you don't want to see, so you don't see spam and stuff like that. So one of the things that I want from you guys, the first one is what kind of filters and what kind of different chat channels you guys think would be important. And we have to ask you guys because you're the ones on the trenches actually knowing what information you need all the time. So that's the first thing that I want from you guys. And again, this suggestion channel will be open on the Foxhole Discord. If there's a mod listening to the DevStream right now, you can turn on the chat right now, it's ready already. Если кто-то из Discord модераторов смотрит меня, можете прямо сейчас включить чат.
Вторая вещь, которую я хочу от вас, ребята, это больше предложений. Что вы думаете, ребята, что будет круто в чате? Какие изменения вы хотите внести в то, что есть сейчас? Много людей имеют проблемы с текущим чатом, со звуками, но это все, что мы знаем, но иногда нам хочется просто больше идей, безумных идей. It's something that might never be implemented, so full disclaimer, but it's something that might trigger something on us to change. I have a crazy idea that I wanted to discuss with you that I was discussing with one of our programmers that was triggered by one of the suggestions that I read recently, one of the old ones. So please send me your ideas. We want this chat to be robust enough that you guys can depend on. And we want this chat to be customizable enough that everybody can have their own flavor. И мы хотим, чтобы каждый мог иметь свое собственное. Yeah, like usually, and when it comes to making suggestions, a good approach usually is to делая предложение, хорошие меры будет также посмотреть то, что уже ребята делали до вас, писали до вас. Это будет куда больше иметь ценности в нас и в принципе. Like a new paradigm that nobody even knows about, nobody cares about, nobody uses, but on paper sounds good. When it comes to these tools, it's always like, you know, if there's a Logi guy who constantly like wants to know about what the other Logi players are doing, see, that's a good start, right? Because that's naturally what you want to do, right? And this was an interesting, I think this was a very interesting exercise because when we started looking at the concepts for the chat window, and we were like, you know, one of our first thoughts was, at least one of the first thoughts for me was like, hey, you know, it was sort of like a naive approach of, we should add a tab for floods, we should add a tab for Logi, we should, you know, мы добавить чат для логистики, мы должны добавить чат для того, для всего. And then we went back to like the principles of the game, и мы возвращаемся к некоторым принципам игры, и мы понимаем, что игроки должны, скажем, выкрутить некоторые инструменты, использовать инструменты. Это почему принятие, так скажем, таких решений в каком-то смысле критично. В каком смысле это очень круто. To point out here, and this is a concept that we're thinking about, is having a persistent board, allowing you to leave persistent messages behind for the next group of players, because it's a persistent war. So right now it's very difficult, and I was actually hearing some of this in a feedback voice hangout yesterday. Собственно, также одной из этих важных вещей будет возможность скрывать сообщения других игроков, чтобы иметь, скажем, какой-то определенного рода скрытность союзников, в том смысле, в том, что как бы это все происходит в, так скажем, постоянно происходящей войне, и в том, что это очень важно иногда порой бывает. Но это пока что, ребят, концептом, мы думаем об этом. И если это вам нравится, пожалуйста, дайте нам знать. И снова, и я собираюсь прочитать все сообщения в чате. Постите все предложения в новый чат, который уже открыт. Но старайтесь не постить, так скажем, сообщения из World Conquest, сообщения из, так скажем, обсуждения режима завоевания и прочее. Старайтесь постить только по теме.
day 2 of the game being out there, and we've made a lot of improvements in the chat window that we have currently in game, but it definitely, I think it's something over time we've realized is the need of a lot of functionality simply due to sheer nature что они уже of the game. работают So to как me, будто looking над at этой this, фичей типа it's день-два, really exciting about и the то, что possibilities. очень типа было бы здорово, очень Also, было бы like, круто, a lot of очень people worried было about the бы way that здорово, looks of the типа, font being и hard вообще to все read. такое. Don't worry about that, because we're gonna workshop that and make sure that looks. But if that is a feedback, please That is feedback, let exactly. me know. We were actually Пожалуйста, discussing дайте нам знать, fonts very last week. We were talking. Мы где-то последнюю неделю говорили об этом, мы смотрели на это. Пожалуйста, дайте нам. And the reason why we are kind of going all in Иногда making this chat window better, одна из it's a continuation of причин, почему мы делаем of это, 2018 that I've been talking about, is that we're really trying это потому что мы действительно стараемся the really meaningful changes as opposed to действительно just важные изменения. incremental surface level. It's just tweak this and tweak that, Yeah. which we did a lot of the last half of last year, but now we're really trying to say, hey, Мы сейчас действительно стараемся сказать, типа, эй, чат действительно должен быть переделан. Эй, у нас есть голосовой чат, может быть, нам стоит сделать новый голосовой чат. И мы сделаем это. Режим, также учитывая нужды режимизования, там появляются какие-то проблемы, мы это решим, мы это сделаем. We're trying to avoid running away from these issues. Это моя or I guess maybe that's the wrong word, but we want to avoid shying away from them, right? And we want to kind of go in deep for each one, and sort of make sure that the work needs to be done to make what it needs to be, right? I mean, I think at the end of the day, regardless of any of the features that we're talking about, we want to make a good game. Yeah. Собственно, ребята, одна из вещей, о которых мы говорим, это то, что мы действительно хотим сделать хорошо. To try to make the best game that we can. И мы стараемся сделать действительно лучшую игру, которую мы можем. It's we talk every day, Matt and HP, and the mandate is always what is the best thing we can do to make this game better. И каждый понедельник как будто мы говорим о том, что какой вещи мы можем сделать, чтобы лучше. We're just okay, screw it. What's the best use of this time that we have in these next 3-4 weeks? All right, let's do this. Let's make this better. Давайте сделаем ее лучше. Our complete focus is on that, right? So. Cool. Ну, в общем, ребята говорят про мотивацию. Собственно, давайте двигаться к следующей штуке и бла-бла-бла. Okay, guys, so... Собственно, ребята, so this has been, это было действительно интересное приключение. Давайте я вам расскажу. A long time ago. I think around the time when we built Far North Coast. Какое-то время назад, когда мы делали Far North Coast, у нас были определенные планы на эту карту. И когда мы делали игру, мы сделали еще Westgate. И был постоянно такой, типа, сделаем. И мы постоянно обсуждали о том, что будет следующим. У нас был план, и когда мы начинали работать над игрой, планы все время менялись. И начиная работать над какими-то вещами из режима выживания, постоянно планы менялись. Собственно, простите, пожалуйста, за то, что я в каком-то смысле вас разочаровал, но то, что... То, что в моем мозгу, в моем разуме это бы звучало по-другому. Собственно, мы хотели бы пробудить чувство... Battle the Bulge, my brain just stopped. Battle the Bulge, sort of like a war zone, more of a bit of a no man's land style feeling, but in больше того, как привести новое чувство того, как будто это те земли, в которых нету людей. Это как остров, но это массивный. Это массивный остров, как будто как в Far North Coast, но это
There's going to be open clearings. There's going to be trenches, which is something that you guys have talked about for a very long time. They are not, obviously, they're not dynamic, but there will be functional, usable trenches. That will require a little bit of work. Это будут земли, в которых будут доступны траншеи, работающие, функциональные, полностью траншеи, которые будут достаточно близки к тем, которые вы ожидаете. Но Weather Expanse is basically just a wide open field. So this is going to have Но большая часть a карты little bit of будет that, a little bit of Umber Wildwood, but not quite as thick forest as Umber Wildwood, and not quite as consistent forest as Umber. Umber Wildwood is basically like in the half of the map, it's just boom forest the whole way. This is going to be a little bit more spread out across the whole thing. I think it'll be really exciting. The one thing I will say is the very first version that you guys are going to see is going to be, we're going to take an approach of testing sort of the overall level design and map design before we go into like really digging in and like polishing the way it looks. So the first version may not look quite as polished as you're used to, but it should still be just as fun and functional. So I'm excited to get it in your hands. Собственно, я достаточно волнуюсь того, чтобы давать вам это в руки, потому что это немного другое, чем отличается от того, что было раньше, так скажем, по-другому. И в каком-то смысле эта карта будет, так скажем, полностью закрывать нашу 3x3 сетку. Несколько людей упоминала о размере этих траншей, и эти траншеи будут изменяться в каком-то смысле. Местами больше, местами меньше. Я думаю, что траншеи будут очень волнующие, очень клевые. Вы можете действительно ходить по траншеям вокруг городов, рядом с городами. Я действительно заинтересован на том, как люди отнесутся к этим траншеям, будут ли они полезны. Мы бы хотели бы сделать их частью игры и тем, чтобы они имели часть функционала. Собственно, мы будем запускать новый DevBranch сервер скоро, поэтому мы ждем от вас фидбэка. Too soon. Too soon. Достаточно скоро. В общем, вы, ребята, будете играть на этой карте. Следующая часть будет про вопросы и ответы. Давайте мы обогнемся немного назад. Just to talk about this for a second, there are regions of like ice that we've been working on. It actually looks a lot better than this now. Anthony's done an amazing job. Yeah, actually I saw the ice that he was working on. Looks pretty sweet. Yeah, it's looking pretty cool. And then this is just a В общем, собственно, these look really sweet actually. Like это yeah, and this isn't even polished up yet. This is like just laid out. So I think it's going to look really sharp. Yeah. Я думаю, что оно будет выглядеть. Cool. QA? All right, up to questions. If you guys have questions, we hopefully will have answers. Собственно, ребятки, на этом моменте я, так скажем, уже буду, вероятнее всего, заканчивать конкретно данный стрим, потому что уже как бы и малёха для меня поздновато. Тем не менее, скажу вот что, такое маленькое подытоживание, так скажем, того, что произошло на стриме. Если говорить по делу, потому что будет изменяться по каким-то изменениям, будет очень сильно меняться, так понимаю, будет меняться чат. Чат будет изменен, в чате появятся новые фильтры, в этих фильтрах будут другие там миллионные опции. Вы сможете это все дело кастомизировать под свои нужды, там в своих нуждах, там выбирать свои там чаты, там фильтры. Короче, фича с чатом, именно изменение чата, выглядит очень хорошей на самом деле темой. Я думаю, что это достаточно стоящее изменение в каком-то смысле. То есть, ну да, его ждать стоит. Также упоминалось о том, что будет у разработчиков открыт чат в Дискорде, который только что должен был появиться, кстати говоря. Чат должен называться чат Windows Suggestion. Собственно, в этом чате, я так понимаю, вы можете оставлять свои предложения по поводу того, что будет изменяться. Какие вы хотите нововведения, вернее, по этому чату.
То есть, какие изменения, может быть, для вас были бы критичны. И, собственно, вторая вещь, которую они говорили на этом стриме, это была тема, называется Morning Country, типа утренняя страна, утренняя долина. Это, так понимаю, будет последняя 9-я завершающая карта в мире Foxhole. Собственно, о ней особо ничего много сказано не было. Было сказано то, что в какой-то степени она будет напоминать, так скажем, долину, в которой нету людей, так скажем. Там будут появиться траншеи. Траншеи, это, кстати, очень клево, очень здорово, очень весело. Такого вот прям, ну, честно, траншеи, кстати, очень клево. Мне понравилось. Сейчас даже отмотаю на тот момент, чтобы был просто как визуальный ряд какой-либо. Такой малёх визуальный ряд. Но вот эти траншеи, на самом деле, ну, по-моему, очень здорово, честно говоря. По-моему, очень здоровские траншеи. Я бы, ну клево, просто клево. И, наверное, на этом все. То есть, как бы, там будет еще ветка с QA, но QA я слушать просто не буду, у меня сил не хватит. Обычно мне это растягивают на час-полтора, на вечность, короче. Собственно, это одна из тех причин, почему я не буду все-таки дослушивать этот стрим. И все-таки, что стоит еще сказать, будем постить, не знаю, как скоро, правда, но будем, скажем, новости с этого DevStream. Новостей будет немного, но будем их постить в нашем поблосе, а также будем постить их в нашем Steam, в нашей новенькой Steam-группе, которая у нас появилась буквально на днях. Скажу так, там, я даже не знаю, в каком-то смысле Steam-группа, может быть, даже станет основной в какой-то мере через какое-то время. Вот так вот. Но, в общем, будем смотреть. Просто будем смотреть, ребята, потому что сложно сказать, сложно что-то прям какой-то конкретики. Но, да, Steam-группа у нас появилась. Подписывайтесь на нее, ребята. Там будет появляться новости, не поверите. Собственно, для кого-то это будет удобнее, чем ВКонтакте. Я с этим согласен, так скажем. И, в принципе, это все, что я хотел сказать на сегодня. Собственно, ребят, на этом я буду с вами прощаться. Мне говорить больше нечего. Вопросов вы в чат не задаете, так что на этом всем спасибо, всем удачи, всем пока. Увидимся в следующий раз.